Он все бежит и бежит, преодолевая препятствия на своем пути. Но чаще все-таки спотыкается, возвращается в самое начало и вновь начинает свой глупый жизненный цикл. Черт, нет, я сейчас не философствую о бытие человека или о чем-то там еще. Просто на этот раз в аркадный обзор попало какое-то удивительное недоразумение. И я, Террел, на свой страх и риск представляю вам Beat Trip Runner. Студия Gaijin Games, это не те, что про самолеты и танки, вдруг чего, создала целую вселенную Beat Trip для приставок Nintendo, а позже выпустила все это дело и в Steam, куда вошли идеи самых разных древних игр с аркадных автоматов. А посему вовсе не удивительно, если у вас уже начали болеть глаза от происходящего на экране. Ведь все тут как будто пришло из эпохи динозавров, Atari, Amiga и Spectrum. Составленный из квадратиков персонаж и не отстающие по угловатости детали окружения, да, ядреная смесь из современного пиксельного инди и настоящая японская платформа способны родить вот такого монстра. Просто должен пояснить, этот обзор вообще мог не состояться по очень дурацкой причине. Я долго не мог пройти даже первый уровень игры. Не понимал, что же не так со мной, с игрой, с макаронами, которыми я поужинал, и со всем остальным. Просто не мог пройти самый первый, мать его, уровень. После длительных мучений это все-таки получилось, и в конечном итоге я добрался до 10-го, когда игровых элементов стало уже чересчур много, и со всем этим стилем псевдо-трехмерного пиксельного минимализма перед глазами уже все плыло. На этом и закончил свои мучения. А поговаривают, что как раз первые 10 это всего-навсего обучение. Ну и находились все эти уровни, естественно, в первом из 3 миров. А поэтому визуальный ряд ролика настолько же однообразен, как и игровой. А самое главное, что фраза «игровой ряд» особенно точно описывает всю механику. Я никогда не понимал игры такого типа. Нет, ну серьезно, платформер, отличный платформер всегда преподносит что-то новое и интересное, зачастую целиком изменяет темп, требуя остановок и всяческих поворотов. Тут же, как в каком-то Endless Runner, наш герой по имени Commander Video, он был одним из разблокируемых персонажей в Super Meat Boy, между прочим, постоянно бежит вперед, и нам остается только отдавать ему команды действия, будь то прыжок, удар, скольжение или я не знаю что это. Хотя стоит отметить, что подобную механику прикрутили и к планшетным играм по Рейману. Но, во-первых, это же Рейман, там все и так нормально. А во-вторых, просто таковы условности планшетов как игровой платформы. Но что-то я не о том, ведь Beat Trip Runner в первую очередь совсем не платформер, а так называемая Rhythm-Based игра. Что-то типа Guitar Hero или Аудиосурфа. Весь этот ряд отдаваемых нами команд тесно связан с фоновой музыкой, которая опять же в 8-битном духе. Каждое действие, каждая нажатая кнопка – это нота в общей мелодии. Проблема лишь в том, что мелодия эта на самом деле почти ничем не помогает, а только наоборот бьет по ушам. Каждый уровень приходится запоминать буквально наизусть. Прыжок, прыжок, подкат, прыжок, подкат. И ни в коем случае нельзя сбиться, ведь малейшая ошибка означает возврат к самому началу. Никаких сохранений, замедлений, уровень проходится целиком от начала до конца, или не проходится вовсе. По ходу всего этого безобразия собираются бонусные красные плюсики. Наверное, лучшее, что есть в игре, потому что они визуально добавляют эффекты командеру вплоть до максимального результата, следа в виде радуги. Акустически добавляет новые тональности в музыку, благодаря чему она постепенно превращается из раздражающего скрежета в то, что вы слышите сейчас на фоне. А механически дает прирост набранных очков. Да-да, помимо мучений с обычным прохождением уровня, тут требует еще мучиться со сбором монеток. С ними вообще связана забавная история. У игры есть 3 уровня сложности, и начинал я на нормальном. Но, надолго застряв на первых уровнях, подумал, почему бы не попробовать взглянуть на это дело под углом легкой сложности. И знаете что? На легкой сложности просто нет этих монеток.
И все, уровни ничем больше не отличаются. Хотя стоит признать, что уже пройденные до этого уровни на нормальной сложности, да, для всех сложностей тут еще и разные сохранения, я одолел с первой попытки. Натренировали таки черти? Или может быть просто отсутствие лишних визуальных помех в виде этих самых монеток и вправду помогло? Что же тогда на высоком уровне сложности, спросите вы? А там нужно собирать монетки в обязательном порядке. Пропуск любой из них равносилен проигрышу, и будь любезен вернуться на начало уровня. Ну а за идеальное прохождение со всеми монетками нам предлагают пройти дополнительный уровень, уже в обычном двухмерном пиксельном стиле, чтобы собрать еще больше очков и победить всех друзей в рейтинге. К счастью, выяснилось, что никто из моего списка друзей подобными извращениями не страдает. Зачем я сам вообще в такое нелегкое дело ввязался? Просто игра попала ко мне в библиотеку в каком-то бандле, и персонаж Commander Video на самом деле культовый на инди-сцене. Я решил, почему бы не попробовать, и действительно, почему бы и не пробовать. Хотя даже при таком моем бездарном подходе к игре, мне удалось добыть мимоходом несколько достижений, что вообще удивительно. Самое же печальное, что вторая часть, судя по скриншотам и трейлеру, выглядит уже как нормальная игра, и я бы в нее даже поиграл, но... Вот так умирает всякий интерес к игровым сериям. Даже не знаю, кому можно советовать это дело, но точно знаю, что самое худшее в этой игре — ступеньки.